Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times и я, Дэн Стрелков, и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Присоединяйтесь, никогда об этом не пожалеете, по той простой причине, что помимо прогнозов на основе данных по опционным и фьючерсным контрактам Чикагской товарной биржи, помимо прогнозов, основанных на данных американского брокера Оанда, а также по волновой теории Ральфа Эллиота, вы также найдете торговые сигналы и обучение. И помимо всего этого, еще и чат, друзья, в котором мы можем общаться хоть 24/7 с вами. Поэтому присоединяйтесь в комьюнити Forex Times, вам все очень понравится, а самое главное, это будет прибыльно для вас. Поэтому напишите мне в личку, я вам все расскажу и покажу. А сегодня уже традиционно три торговых инструмента: евро и золото как основные, и сегодня дополнительным торговым инструментом будет франк, потому что он подтверждает нам вероятный рост евро. Ну что ж, поехали, начинаем с евро-доллара, и практически, друзья, на самом деле, как бы не было смешно, но практически ничего не изменилось. Основная идея остается прежней, это образование начального диагонального треугольника, раз, два, три, четыре, пять, в котором остается очень глобальный интересный вопрос: а четвертая волна уже образовалась или нет? Если четвертая волна еще не образовалась, то мы увидим вероятный рост, потом падение с обновлением минимума и потом уход достаточно на глубокую коррекцию. А если четвертая волна уже образовалась, следовательно, в ближайшие дни мы увидим обновление минимальных значений на волне 5 и уход на глубокую коррекцию. Причем, друзья, уровни по-прежнему остаются все те же. Основной уровень поддержки. Тут, конечно, можно было бы выделить диапазон, но я выделю уровень поддержки 1.1270. Причем, что самое интересное, цена уже находится на сильном уровне поддержки. Вот 12 тысяч месячных опционных контрактов put. И цена, в принципе, от текущей позиции может улететь запросто вверх. Тем более, что очень свежие 445 миллионов долларов появились, но у нас основные уровни наверху. Это 1.1570 и 19 690 контрактов. Это уровень 1.1770. Причем эти контракты с экспирацией в сентябре. А здесь у нас... это тоже сентябрьские контракты. Два уровня: 1.1570 и 1.1770. Это сентябрьские контракты. И что самое интересное, коллеги, давайте посмотрим на ликвидность. А ликвидность по евро у нас находится внизу, основная ликвидность. Сверху, да, конечно, тоже есть ликвидность, но она тут размазана на пунктов 300 и небольшими скоплениями. А внизу вы визуально видите эту ликвидность. Напоминаю, что ликвидность у нас это здесь стоп-лоссы покупателей и sell-стопы продавцов. То есть все эти отложенные ордера нас смотрят на продажу. А дело в том, что если крупный участник рынка с большими деньгами хочет войти в рынок на покупку, а профессионалы не любят упускать возможности входа в рынок, то эта ликвидность как раз для того, чтобы набрать позицию без резких скачков рынка. Потому что когда у вас нет ликвидности и вы хотите на огромную сумму войти в рынок, то вы просто провоцируете резкий рост рынка. Потому что вашу ликвидность, которую вы покупаете, нужно удовлетворять встречными ордерами на продажу. И просто-напросто рынок вынужден расти, потому что ваш спрос превышает предложение. Это, собственно, учат с детского сада. Вы знаете, что спрос превышает предложение, значит цена растет. Если наоборот, цена падает. Вот и все. Поэтому, если у нас есть ликвидность, а это именно предложение на продажу, то здесь можно ее, забрав всю эту ликвидность, зайти большой суммой денег на покупку, не провоцируя
резкий рост торгового инструмента. Поэтому с очень большой вероятностью я все-таки рассчитываю на обновление минимальных значений на уровне 1.1270, и уже после этого будем искать покупки. Что интересно, если мы обратимся к данным комиссии по торговле товарными фьючерсами, мы как будто бы увидим, что у нас преобладают продавцы, и их увеличение произошло за последний недельный отчетный период аж на 386%. Но на самом деле, если визуально посмотреть на гистограмму, которая показывает преобладание покупателей или продавцов, то мы ничего здесь не увидим. Ее как будто бы нету. И ее как будто бы нету уже раз, два, три, 4 недели подряд. 4 недели подряд. Вот этот вот флет непонятный. Покупатели и продавцы находятся в зоне паритета. То есть на самой крупной бирже покупатели и продавцы не определились. Более того, я вам могу сказать, что среди них еще есть, скорее всего, огромное количество тех, кто и купил, и продал одновременно, то есть вошли в полное хеджирование или локирование, как вам какое слово вам больше нравится, и в данный момент они просто ждут, куда рынок выстрелит, и потом они будут закрывать те позиции и просто переворачиваться либо снизу вверх, либо сверху вниз. Но это только мои предположения, у меня доказательств нет никаких, потому что если бы я мог видеть такие данные, ну, сами понимаете, купил бы уже Луну, наверное, себе. Поэтому, друзья, все уровни, которые были до сегодняшнего дня, они по-прежнему остаются. Но мне очень нравится 19 690 контрактов, хотя я не думаю, что туда рынок может вырасти. Но если думать про корреляцию с золотом, а мы сейчас на золото перейдем, то все на самом деле может быть. Золото, опять же, ничего не поменялось на самом деле. Основная идея – это рост торгового инструмента. Более того, я вам скажу, что даже если вам очень нравится идея с треугольником и с продолжением снижения, так как в треугольник мы зашли сверху вниз, значит А, Б, С, Д, Е продолжение снижения, да пожалуйста, пусть он падает. Входить только в рынок на продажу не стоит, по той простой причине, что основные ожидания профессионалов Чикаго находятся все наверху. Внизу вот эти вот забор маленьких скоплений контрактов. Почему я говорю маленьких, хотя казалось бы, 4000 контрактов, 3,5, тут 3000 контрактов. Но на самом деле, друзья, вот здесь у нас 20 тысяч контрактов, здесь 16 тысяч контрактов, здесь 18 тысяч контрактов. И вы видите, здесь несколько миллиардов долларов, здесь 2 миллиарда долларов, здесь 8, по-моему, было, да, здесь еще полтора, еще здесь 10 миллиардов долларов. Я устану говорить слово миллиардов на самом деле. Внизу нету ничего. Поэтому основная идея, конечно же, по золоту рост. И, конечно, здесь может появиться треугольник с продолжением снижения, но также, если взять сову и глобус и попробовать натянуть, я вам запросто натяну сюда импульсную волну 1 старшего порядка, сюда импульсную волну 2 старшего порядка, далее сюда импульсную волну 1 младшего порядка, сюда импульсную волну 2 младшего порядка с продолжением, собственно, роста в волнах 3 младшего порядка и 3 старшего порядка. Более того, если мы обратимся к данным комиссии по торговле товарными фьючерсами, мы увидим увеличение покупателей на 1% и увеличение капитализации торгового инструмента на 1%. Это, конечно, немного, но главное, если мы визуально посмотрим на гистограмму, то, конечно, покупателей здесь намного больше. Преобладание покупателей над продавцами намного больше. А вот. Однако есть один момент, который меня немного пугает. Сейчас я вам его покажу.
Вот этот момент, друзья. Дело в том, что с какого-то перепуга на уровне 8000 долларов по золоту располагается около 15 миллиардов долларов опционных контрактов кол. Посмотрите, 25 тысяч контрактов. Я прекрасно понимаю, что это ноябрьские контракты с экспирацией 24 ноября. Но меня не это беспокоит. Меня беспокоит ответ на вопрос, а что это такое в нашем мире должно произойти, чтобы золото с 4000 улетело на 8, в 2 раза больше. И ладно бы оно просто улетело, но эта информация каким-то образом появилась в последний месяц. И эти 15 миллиардов, посмотрите, этот уровень нигде не фигурирует вообще. И только за последний месяц 15 миллиардов долларов с какого-то перепугу прямо напихали, а другое слово даже придумать не могу, на уровень 8000. И меня это немножко пугает, потому что любой ответ на вопрос, а каким образом золото может за несколько месяцев вырасти в 2 раза, ни одного нету положительного ответа с точки зрения геополитической ситуации на нашей планете. И более того, вот я сегодня нефть рассматривать не буду, но если мы коснемся нефти, здесь есть два варианта, и один из вариантов тоже страшный. Это треугольник, который вы найдете везде в интернете, по нефти, везде по прогнозам этот треугольник есть. Треугольник, вы знаете, предпоследняя волна, следовательно, у нас есть одна волна, потом треугольник, и потом последняя волна, потому что треугольник предпоследняя волна. И если мы с вами решим посчитать, а это несложно, то мы получим раз, два, три. Мы получим три волны. Это зигзаг. Ну, либо WXY, здесь надо смотреть более младшие таймфреймы. Но не суть. Я к чему? И зигзаг, и двойной зигзаг – это коррекционные формации. А до этой коррекционной формации у нас был чистейший импульс. Вот он, этот чистейший импульс. И у меня вопрос, а мы что тогда по нефти улетаем в космос? И мне снова как-то становится не по себе. Да, и, кстати, чтобы вы понимали, по нефти наверху контрактов достаточно на несколько миллиардов долларов. А внизу ничего нету, как и по золоту. И вот у меня вопрос, то есть нефть улетает вверх, золото улетает вверх. У нас что, Ближний Восток настолько взорвется, что весь мир захватит с собой? Что-то так этого не хочется, чтобы это произошло. Но профи на Чикаго, я смотрю, прям закладывают и закладывают такой вариант. Я, конечно, не верю в то, что у нас вдруг цена взлетит до уровня 8000. Мне не кажется такое. Хотя 25 тысяч контрактов – это много, это все очень много. Вот. Но мне не хочется верить, что цена улетит туда на 25, на уровень 8000. Будем надеяться, на самом деле, что этого не произойдет. Потому что, еще раз повторюсь, ни одного хорошего сценария нету для нашей планеты. Так, ну что ж, а теперь франк. Дело в том, что по франку сразу хочется отметить одну немаловажную деталь. Это данные комиссии по торговле товарными фьючерсами, по которым мы видим, что да, действительно, преобладают покупатели, потому что основной сценарий у нас это рост. Рост торгового инструмента, так как образовался треугольник, и мы растем к средней линии треугольника. Собственно, вот этот прекрасный уровень, который цена с большой вероятностью будет тестировать. Но сегодня не об этом, потому что о том, что я только что сказал, вы прекрасно и сами знаете. Я про это уже говорил не единожды. А о том, что на фоне преобладания покупателей мы видим уменьшение покупателей на 5%.
Более того, отчетный период, я его сейчас отмечу на графике. Вот у нас отчетный период. Вы прекрасно видите, что здесь цена немного упала, а потом растет, растет, растет. И в среду, в четверг и в пятницу рост продолжился на фоне уменьшения покупателей на 5%. Но и это даже не самое интересное. Есть еще более интересный факт. Раз, два, три. Три недельных, так, три или нет? Раз, два, четыре, друзья. Четыре недельных отчетных периода из рынка по данному торговому инструменту, из фьючерсов выходят покупатели на Чикаго. Но если вы посмотрите, то здесь есть небольшое снижение, после чего идет достаточно уверенный рост. У нас на фоне роста данного торгового инструмента из рынка уходят покупатели. Они что-то знают. А следовательно, по данному торговому инструменту с большой вероятностью мы увидим коррекционное снижение. Более того, обратите внимание, уровень сопротивления находится в данный момент ниже цены. Он даже находится ниже уровня поддержки. А у нас такое уже было, например, на канадском долларе не единожды. Причем один уровень, вот этот, так и не был протестирован. Данный уровень с очень большой вероятностью мы увидим тест, но профессионалы переписали свои ожидания вверх. Но если мы обратимся на 12 месяцев назад, то мы увидим, что если цена пробивает или находится длительный период времени выше уровня сопротивления, потом она идет его тестировать. Либо, если цена находится ниже уровня поддержки, она идет его тестировать. Ниже тестировать. Опять же таки, здесь выше уровня сопротивления тест. Выше тест, выше тест, выше тест. То есть я могу так бесконечно делать. Цена в процентах 80 тестирует максимальный открытый интерес по call или put месячным опционным контрактам, если она находится в неестественном положении. То есть у нас уровень сопротивления внизу, по какой-то причине цена растет, а профессионалы отказываются переписывать максимальный открытый интерес. То есть они сидят со своими опционными контрактами и не собираются с ними ничего делать. Цена с очень большой вероятностью, я же говорю, 80% минимум, она эти уровни тестирует. И сейчас такая ситуация по франку. Такая ситуация по франку. А теперь еще интересный момент – это ликвидность. Если мы по франку посмотрим, где у нас находится ликвидность, я думаю, вы уже догадываетесь, где она находится. Правильно, она находится наверху, друзья. Вот она. Причем скопление здесь было гораздо больше. Если мы отмотаем несколько дней назад, я думаю, здесь, вот, видите, отмотаем несколько дней назад, и я говорю про эту ликвидность, наверное, уже 3 или 4 недели, что вот у нас ликвидность, и цена, скорее всего, пойдет ее забирать. Потому что если у вас большая сумма денег, и вы хотите зайти по данному торговому инструменту на продажу, то вам нужна эта ликвидность, чтобы ее поглотить, чтобы не вызвать резкого скачка цены. Следовательно, вы ее поглощаете, а потом спокойно разворачиваете рынок. И более того, если мы посмотрим на данные по открытым ордерам, прошу прощения, это было 16 числа, нам же нужно текущее положение вещей. Если мы посмотрим на открытые позиции покупателей, это у нас покупатели, то мы увидим, собственно, 81% покупателей. У нас толпа покупает, и ликвидность находится наверху. Вопрос, почему бы в таком случае крупному участнику рынка не поглотить эту ликвидность и не развернуть вниз против толпы? Ведь толпа должна страдать. А если у нас данный торговый инструмент все-таки поглощает ликвидность и разворачивается, то возвращаемся к евро. Франк и евро почти зеркальны, но как минимум очень часто зеркальны. Следовательно, почему бы по евро не сходить вниз, не поглотить ликвидность внизу и не развернуться вверх? Тем более по евро у нас уровни 1.1270,
1,1570, 1,1770. По евро уровни видны шикарным образом. Нам даже франк торговать не надо. Он у нас идет как подтверждение. Если по евро профессионалы не определились, что им делать, по франку определились. Они из рынка выходят, покупатели из рынка выходят. Рынок растет, покупатели выходят. Вопрос, а чего вы боитесь? Ну, наверное, боятся, что цена упадет вниз, а значит, евро будем покупать. И еще один момент. Появилось 91 миллион недельных опционных контрактов call. Это уровень 0,8440. Здесь же находится верхняя граница диапазона прибыли маркетмейкера. Это означает, что если цена будет тестировать эту границу, то маркетмейкер перед недельной экспирацией опционов будет стараться цену вернуть вниз. Так вот, что интересно, уровень 0,8240 по франку. 0,8240 это как раз середина этой ликвидности. То есть, возможно, даже всю ликвидность крупный игрок не поглотит. Но, друзья, если цена в понедельник, во вторник, может быть, в первой половине среды вырастет к уровню 0,8240, это для вас сразу желтый свет, это внимание, внимание, внимание. Но внимание либо на франк, либо на евро. Как вам нравится? Два торговых инструмента торговать не нужно, потому что, еще раз подчеркиваю, они работают почти как зеркала, поэтому выберите один из этих двух инструментов и на него бросьте все свои силы. Ну что ж, надеюсь, сегодня все понятно объяснил, почему я франк постоянно сейчас беру. Это у нас как подтверждение к евро идет. По золоту мне страшно подумать, что должно произойти, чтобы золото выросло в 2 раза. Я даже думать не хочу. Хотя по нефти, в принципе, я, кстати, второй вариант не рассказал, но второй вариант я рассказал на большой лекции сегодня в закрытой части комьюнити. И, кстати говоря, у нас еще помимо евро и франка и золота как потенциально хороших торговых инструментов для трейдинга на ближайшую неделю, а то и 2, еще 3 торговых инструмента. Поэтому присоединяйтесь, друзья, к комьюнити Forex Times. Вы будете в курсе по всем торговым инструментам. Ну, кстати говоря, вот по фунту я сегодня сказал, что, скорее всего, мы увидим коррекционный рост. Но коррекционный рост мы торговать не будем. Здесь всего лишь максимум, может быть, пунктов 110-120 будет. А коррекционный рост из-за того, что у нас комиссия по торговле товарными фьючерсами указала отчеты, которые показывают, что у нас произошло уменьшение продавцов, а отчетный период был вот этот вот. Сначала рост, а потом несколько дней подряд падение, и среда, четверг и пятница тоже было снижение. А из рынка продавцы выходят, значит, с большой вероятностью увидим коррекционный рост. Коррекции мы не торгуем, поэтому вот, например, фунт, он не потенциально хороший торговый инструмент. Но у нас есть еще, вы можете список внизу посмотреть, может быть, какие-то инструменты вы догадаетесь, про которые я сегодня говорил в закрытой части комьюнити. Но напоследок еще раз, уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Напишите мне в личку, я вам все расскажу, покажу, за спрос не бьют в нос. Вы можете написать любые свои вопросы, я на них с удовольствием отвечу. С вами был Дэн Стрелков, проект Forex Times. Всем любви, тепла, мира и счастья, и всем пока-пока.